И понимаете, в чем тут дело? Первый вариант. Если никакого Бога нет, никакого, и никакой души нет, а кто ты тогда? Ну, я животное с компьютером в голове. Я лучше понимаю, чем все эти животные четвероногие, летающие, ползающие, да. И все. Вывод. Какой моральный вывод? Если я живу, никакого Бога нет, будущности никакой нет, я живу один раз, никакой ответственности в каком-то будущем проблематическом, которого нет, никакой ответственности нет, тогда скажите, что такое добро и зло? Отвечают, добро – это все, что мне нравится и мне хорошо. А другие, да плевать мне на них. Я живу один раз. И все живут один раз. И говорить просто не о чем. Как сейчас мне прислали однажды вдруг небольшой ролик на телефон. Какая-то дамочка такая, психолог. Вот, надо любить себя. Люби себя. Вот что самое главное в жизни. Думай об этом. Не переживай, если ты ошибался, что-то такое. Если даже сделал ты не так. Люби себя. И я так подумал, какая мерзость. Представьте себе на войне. Ранили моего друга. Ясно, что он не может уйти сам, если я ему не помогу. Но если я начну помогать, то и меня могут застрелить. И меня? Нет. Люби себя, лежи тут. Какой ужас проповедуется. Вы обратите внимание, и эти психологи, они существуют, они действуют, они говорят. Это проповедь какого страшного, мерзкого эгоизма. Себя люби. Причем, если кто-то когда-то читал Евангелие, те, наверное, помнят, что там Христос сказал. Возлюби ближнего, как самого себя. О, совсем другое дело. Конечно, я о себе забочусь. Я, конечно, забочусь о том, чтобы есть, пить, одеваться, жить в чем-то. Конечно, я люблю себя. Что же мне тут еще говорить? Люби себя, слушайте. Ну, конечно, люблю себя. И все любят. Это естественно. Но когда он говорит, люби себя, точка, это мерзко звучит. Но, подумайте, если Бога нет, души нет, бессмертия нет, живем один раз, все, люби себя. И что тогда произойдет? Что происходит тогда будет в нашем обществе? Мы знаем, что происходит тогда. Тогда все позволено. Как, надеюсь, все читали «Братья Карамазовы» Достоевского, и помните, там один из центральных героев, Иван Карамазов, говорит, а если Бога нет, то все позволено. И во что превращается тогда жизнь? Жизнь. Вот мы видим, можно обойти закон, и обойдем. Уничтожается совесть, уничтожается, я бы сказал, человек в самой своей сути. Как там же из братьев Карамазова великий инквизитор, там, знаете, есть глава, очень интересная, Федора Михайловича, глава да, о великом инквизиторе. И этот великий инквизитор говорит, овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. Успокоит, то есть усыпит. Усыпит их совесть. И когда совести не будет, то подумайте, какой вывод-то?
кажется, свобода, да? Великий инквизитор сказал точно наоборот. Овладевает их свободой. Кого? Их, которые потеряли совесть. Они становятся рабами чего? Рабами всех самых низменных, каких только позволяют внешние условия жизни, этих пороков и страстей. Они становятся, а если становятся они таковыми, то ими легко управлять такими людьми, как кнутом и пряником. Его легко купить, он продается, ему ничего не надо, у него совести уже нет. Овладевает свободой людей тот, кто успокоит их совесть. Когда возможно успокоить совесть? Когда Бога нет, души нет, возмездия нет, люби себя. А другие, ну, слушайте, еще какой-то этот Людовик XIV, по-моему, или XIII, вот не помню, я французский король, говорил: после вас хоть потоп. Вот одно мировоззрение. Мировоззрение, которое приведет в конечном счете к чему? К самоуничтожению. Потому что там, где основным центром, движущей силой человека становится эго, я люблю только себя, и я становлюсь самой великой ценностью. Совесть – это все выдумки. Никакого возмездия, пока я не попаду здесь, не будет. Все, будет что? Взаимоистребление только. Потому что тогда все позволено. Это вот беда. Вот этот материализм, атеизм – это страшная беда. Страшная беда не только для общества, для самого человека. Вот что. Потому что человек, который погрязает буквально во всех этих, я бы сказал, аморальных вещах, как в личном плане, так и в отношении к людям, к делу, к работе, к обществу, ко всему. В конечном счете он становится тем существом, но не человеком, конечно, уже, которое убивает самого себя. И, как правило, это бывает. Разлагается человек изнутри. Там, где корни загнивают, там не ждите от человека ничего доброго. Вот видите, одна сторона, одно направление жизни, которое, кстати, должен сказать вам, что на Западе является главенствующим, причем очень в такой форме лукавой форме, под флагом подчас религии. Где только там нет религии, Господи Боже мой. Но эта религия, знаете, что из себя представляет? Форму. Культурология. Форма культуры. И больше ничего. Но не религии. Потому что если говорить о религии, допустим, о христианстве, то извините, в первую очередь, как только мы сказали христианство, совесть. Это совесть. Совесть, конечно, почему? Потому что есть Бог, есть вечность. А если есть вечность, тогда все там будет. Это будет, значит, и суд. Это будет возмездие, будет награда, будут видны страдания. Одним словом, мы понимаем вполне. Оказывается, вечность – это что такое? Это та область, в которой откроется все. Все наши, не только дела, которые внешне мы подчас видим здесь, но откроются наши мысли, наши желания, наши чувства, наше внутреннее отношение и к друзьям, и к врагам, и кому угодно. Я почему об этом говорю? Ведь не случайно же
Федор Михайлович Достоевский, к которому, видите, я обращаюсь. Ну, просто это наш гений. Знаете, это наш гений. И не только наш, я хочу сказать, что русский гений. Нет, это мировой гений. Вот. Поэтому его, кстати, ненавидят лютой ненавистью все вот эти вот сатанисты и дикие материалисты. Да, просто ненавидят. Вот один из тех наших, который уехал за границу, говорил, я простерзал Достоевского в мелкие клочья, я его не выношу. Да, занимал высокий пост. Да. Так вот, оказывается, что может составлять корни человека, и здесь тогда с такими корнями, я не знаю, как это можно жить. Знаете, любопытный факт вам какой скажу. Вот я уже упоминал здесь имя Юнга, Карл Юнг. Это известный очень психиатр, психолог, да, западный. И вот он писал, прямо писал черным по белому. Большинство, больше половины, вот так, пациентов, которые приходят ко мне, это люди, потерявшие смысл жизни. Смысл жизни. Я помню, когда я впервые прочитал, и все-таки мы же знаем, что там такой материальный, что ли, уровень большинства населения, он такой был выше, чем в нашей богатейшей стране мира. В богатейшей стране мира. Что там какая-нибудь Швейцария? Ну что, смех один. Ну, неважно, это вопрос другой. Да. Так вот, и что он пишет? Они потеряли смысл жизни. А как для многих людей, особенно которые вот бедствуют, действительно материально просто бедствуют, да для них скажи, что вот так, то-то, то-то, такую-то зарплату, такой-то дом, все. Да это же все, больше мне ничего на свете не нужно. Рай пресветлый. Нет. Большая половина пациентов потеряли смысл жизни. В чем дело? А дело-то в том, что, оказывается, у человека есть душа. И эта душа, она же подчиняется нравственным законам жизни. А что такое нарушение законов? Я говорю не о юридических законах. Тут все понятно, что такое нарушение. Я говорю о законах природы. Попробуйте нарушать законы природы. Что будет? Как говорят, природа мстит. Сейчас весь ученый мир шумит и кричит, обращаясь к политикам. Что вы делаете? Природа гибнет. Прекратите издеваться так над ней. Прекратите ее эксплуатировать. Все эти техногенные, вот эта цивилизация наша, она же убивает кого? Жизнь. А это жизнь прежде всего человека. Это, правда, ничего не помогает политикам. Во имя своих каких-то целей, у каждого, видимо, свои, а, в общем-то, где-то есть, конечно, единство, наверное, готов весь мир отравить. Готов уничтожить. Лишь бы только добиться, как кажется им, своих результатов. Вот это интересное дело, что происходит с человеком, который порабощает, который убивает свою совесть, который не следует нравственным началам жизни человека. Оказывается, происходит разрушение не просто нравственное, а происходит разрушение духовное. Знаете, что это такое разрушение духовное? Это потеря чувства радости настоящей, чувства любви. Потому что любовь – это не просто в том, как мы относимся даже друг к другу, это проявление любви. А любовь может быть состоянием человека. Понимаете, состоянием человека. Вот я помню, идем мы с рюкзаками,
по Архангельской области. Кто мы такое? Трое идем. Там редко кого встретишь, вдруг навстречу идет женщина, и мы с изумлением смотрим, начинает нам кланяться чуть не до земли, нас приветствует и говорит: здравствуйте. Мы просто: как это такое? Как это такое? И причем мы видим, с каким благожелательством, именно с благожелательством. Помню, там идем, дальше, не знаю, просим, можно ли где-то остановиться. Пожалуйста, пожалуйста, вот, пожалуйста, здесь, пожалуйста, вот есть сеновал, все, оставайтесь. Просто так, благожелательство, любовь. Ух, какой это, слушайте, это такая красота, вот я не могу даже забыть. Это прям красота настоящая вот, человека и человечности. Потеря этого, это ужасно, и она происходит. Происходит по той причине, что действительно мы, то есть, по крайней мере, значительная часть людей отходит от понимания смысла своей человеческой жизни. При каком условии может быть этот смысл? С чего мы начали сегодня вот разговор? При каком условии может быть этот смысл? Если мы просто живем и умираем, я не знаю, какой тогда смысл. Рождается, живет, работает и умирает. И что? И ничего. А после смерти? После смерти, может быть, поставить памятник. Но это кому? Некоторым. Да и ему-то какое дело, если души нет? Что-то поставить или нет? А посмотрите, какое множество, миллиарды людей, которых никто не знает. Какой смысл? Вы знаете, без признания того, что действительно есть Бог, что действительно у человека есть душа, которая богоподобна, без признания того, что есть бессмертие, что есть ответственность, что будущая жизнь – это не сказка, а что это есть настоящая реальность, причем реальность даже более очевидная, по крайней мере, более сильная, нежели здесь. Здесь, вы знаете, как, как в полумраке, а там открывается полный свет. Полный свет. Там мы все видим друг друга так, какими мы есть. Но самое главное, видим себя такими, какие мы есть. Вот это вот, я вам скажу, вот это мировоззрение, да, христианское, которое указывает нормы правильной жизни, оно действительно дает смысл. Я понимаю, почему и в чем заключается этот смысл. Оказывается, я не животное, то есть только тело, а я человек. Я имею бессмертную личность. Моя личность, я неуничтожим. Мы говорим это душу. Это, пожалуйста, как выражения могут быть самые различные. Да. Я неуничтожим. Я предназначен к вечному существованию. И не какому-нибудь вечному, а призываюсь, и мне указывает даже путь, да, к существованию такому, который будет наполнен действительно всегда радостью и любовью. Христианство, по крайней мере, говорит об этом. Вы знаете, что христианство сделало потрясающее открытие, которое не знала ни одна религия мира, кстати. Пусть никто не обижается. И обиды нет никакой даже. Это просто открытие и больше ничего. В человечестве всегда как понимался Бог? Высшая правда, высшая справедливость. Что еще вы хотите? Это высшая справедливость. А справедливость, она и награждает, она и наказывает. Это же справедливость. Что сказал Христос? Бог –
это любовь, а не справедливость. Правда, нужно сказать о том, что такое любовь. Вы знаете, как эта любовь себя вела? Сам Христос. Однажды, когда пришел Он в иудейский, еврейский храм в Иерусалиме, это было огромнейшее сооружение, рядом были загоны для скота, там забивали животных, приносили их в жертву, кровь текла подчас, знаете, чуть не по щиколотке в празднике. Так? И он увидел, что завели в храм всякую эту скотину. Так он сделал кнут и кнутом начал изгонять. Более того, опрокидывать эти скамьи, этих миновщиков денег и так далее. То есть показал любовь. Скажешь, какая это любовь? Нет, это любовь. Любовь к чему? К истине, к святости, если хотите, и к правде. Это именно любовь. Не нужно думать, что любовь, значит, все делай что угодно, и тебе все прощается, как ты хочешь. Нет, любовь не в этом состоит. Любовь состоит в том, чтобы вот тот, кого я люблю, чтобы он был действительно прекрасным человеком. В той степени, в какой только он способен к этому. Чтобы он стремился к этому. Чтобы он делал все соответствующее. Вот, оказывается, в чем состоит. Бог – это любовь. Причем какая любовь? Вот еще одно открытие, которое очень полезно всем нам знать. И скажу сразу почему. Я уверен, что если сейчас я скажу, кто святой, встаньте. Все сидят. Так. Кто грешный? Все встали. Так. Что же теперь делать? По суду справедливости грешники преисподнюю, а праведников никого нет. А вы знаете, что принес Христос? Ой, как это важно знать для людей, которые мало знают христианство. Вы знаете, что когда Христос был распят, то его распяли между двумя бандитами. Справа и слева два бандита. И вот один из них, который оказался с правой стороны, вдруг обращается к Христу и к своему коллеге тоже, который с той стороны был. Говорит, мы достойно распяты, достойны за наши злодеяния. И, обращаясь к Христу, говорит, помяни меня там, где ты, Бог, ты, Господь, помяни меня там, потому что я там никогда не буду. Знает какой? Я знаю, где я буду. Где? Преисподней. Но помяни меня. То есть, вы чувствуете, какое раскаяние у этого человека? Достойное по делам мы получили. Это висеть на кресте, когда пробиты гвоздями руки, ноги. Это жуткие же страдания. Если никто не читал об этом, то, знаете, если прочтете, это ужасно. Это самая страшная, может быть, казнь. Так? И в этих жутких страданиях вдруг говорит, мы достойные получили. И обращается к Христу, помяни меня, Господи. И вот что произошло. Ответ Христа. Знаешь ответ любого Бога, который верит до этого? Да, голубчик, что тебе получил, еще там хуже еще будет. Так тебе и надо. И вдруг мы видим то, чего никогда в истории религии, вы слышите, вот, религии вообще
никогда не было и быть не могло. Вдруг Христос этому бандиту, кровопийце, убийце, говорит: сегодня же со мной будешь в раю. А теперь понятно, почему Христа возненавидели. Он нарушил самый основной устой религии. Бандит первый в рай. Это что такое? Это ж революция. И еще какая? Почему я об этом говорю? Не только потому, чтобы показать, что такое христианство. Не только. А еще, я скажу самое главное. Каждый человек, который действительно осознает себя грешным. Не так, как все-таки мне говорят: ты сам на себя посмотри. Тогда проку нет от этого человека. А кто действительно понимает, что он грешный, не оправдывается, а только обращается к Богу: Господи, прости меня. Оказывается, этот человек имеет прямой, полный вход не в преисподнюю, а в жизнь вечную. Вот где любовь. Это да. К чему и еще я говорю почему? Потому что иногда, я помню, обращались и ко мне тоже, некоторые даже в отчаянии говорили: я не знаю просто, что делать, как быть. Ну, знаете, любые тяжелые грехи, они же мучают душу. Тяжело мучают даже душу. Но пусть и не тяжелые грехи, потому что эта тяжесть обусловлена не столько внешними признаками, сколько подчас внутренним отношением человека. Так вот, оказывается, каждый из верующих христиан, он имеет полную надежду на спасение, если действительно осознает себя объективно, без самооправдания, и отнесется к другим людям так же, как к себе. Как к себе я действительно грешный человек. Господи, прости меня. Как к другому? Он такой же грешный, как и я, а может и поменьше. Господи, помилуй и его. Вот что такое христианство. Что оно совершило, какой просто потрясающий переворот в религиозном сознании, в сознании мира, в сознании людей. Почему это так важно для нас знать? Мы часто попадаем в очень тяжелые условия жизни. А уж, например, многие здесь сидящих, или, может быть, и все даже вы сидящие здесь, еще в каких, когда на грани жизни и смерти. Когда человек подходит к какой-то штучке и не знает, она первая взорвется, или я смогу с ней что-то сделать. На грани жизни и смерти. Я вам скажу, эта ситуация действительно исключительная. Это то, что в философии называется пограничной ситуацией. Когда действительно человек уже осознает себя в полной мере, кто я и что я избираю в конечном счете. Как велико, находясь в такой ситуации, насколько это велико и необходимо, верить в Бога, верить в то, что случайностей в нашей жизни нет. Нет случайностей.
все оказывается подчинено духовным законам жизни. Существуют духовные законы жизни, так же, как и физические законы. Точно так же. И как с физическими законами мы ничего не можем сделать, но мы не можем изменить законы тяготения. Где он есть, там и есть. Так и действует. И прыгать с 15 этажа, да, не стоит. Так и духовные законы же есть. Так вот, оказывается, что жизнь, следование по этим духовным законам – это великое благо для человека. И это самый основной закон. Это закон любви. И как Бог во Христе показал нам, что такое любовь. Распялся праведник за нас неправедных. И показал, спас первого кого? Бандита, а не кого-нибудь. Показав тем самым, что открыт этот путь для каждого из нас. И поэтому, когда мы находимся в тяжелейших, точнее, ответственнейших ситуациях, ответственнейших моментах жизни, как важно здесь верить, что все происходит по духовным законам. И вера в то, что Бог есть любовь, и что со мной происходит только наилучшее. Вы слышите? Всегда происходит наилучшее. В каком смысле? А в том смысле, я то и дело прыгаю с разных этажей. Ломаю то руку, то ногу, то шею. А иногда даже ничего как-то с невысокого этажа. Но происходит это как? Закономерно. Это происходит закономерно. Я сказал это образное выражение, что значит прыгаем мы с этажей. То обманул, то схитрил, то слукавил, то позавидовал, то подтщеславился. Это что такое? То проявил эгоизм. Это что такое? Вот это и есть прыжки с разных этажей. Нарушая вот этот закон тяготения, грех, оказывается, это что такое? Это есть не что иное, как нарушение духовного закона жизни. И он, естественно, что влечет? Раны, страдания. И если я осознаю, что я действительно грешный человек, не болтаю языком, а осознаю, что я грешный человек, и знаю, что я то и дело прыгал с разных этажей, то, даже находясь в самых ответственных каких-то ситуациях в жизни, как важно здесь верить, что Господь, несмотря на это, на все наши эти прыжки безумные, Он по-прежнему любит нас. И поэтому всегда, в любой момент нашей жизни, с нами происходит наилучшее. Там, где мы бы даже голову посломили, наверное, а там происходит, может, небольшой ушиб и так далее. Понимаете, вот эта вера в то, что Бог есть любовь, она дает необыкновенное мужество, дает человеку. И дает, если хотите, успокоение, мир душе. Дает надежду на жизнь. Дает надежду на Бога. Вот это вот понимание Бога любви, оказывается, имеет огромнейшее значение в нашей постоянной жизни, особенно когда эта жизнь оказывается на грани самых, так сказать, тяжелых катастроф. Вот христианство что открывает человеку? Открывает возможность не только, вы знаете ли, мы говорим, человек пойдет в рай. Когда? После смерти. Да, пойдет. Но это неверно, если мы думаем, что это будет просто после смерти. Ничего подобного. Здесь уже
человек может получить очень многое и получает. И вы знаете, сколько приходится слышать, узнавать, рассказывать даже случаев, когда происходят невероятные случаи с человеком, даже смертельные ситуации, а он вдруг выходит совершенно невредим. А бывает наоборот. Кажется, почти ничего, и человека нет. Мы не знаем этих действий, этих духовных законов. Они есть, но как они действуют, мы только не знаем. Но вера в Бога, любовь, она дает человеку твердость, жизненную твердость во всем. В поступках, в делах, в отношениях. А какое-то имеет огромное значение, но мы же знаем. Мы же знаем. Одно дело, совесть, человек по совести сделает, я прошу его, он меня не подведет. А другое дело, бессовестный. Ох, как мы это хорошо знаем. Недаром на войне говорили, когда с этим я в разведку не пойду. Ох, а почему? Разве не понятно? А с ним в огонь и в воду. Какое огромное значение имеет эта совесть. Но эта совесть воспитывается. Она приобретает особую силу и значимость, когда человек верит, что Бог есть любовь, и все происходит по этому закону любви. Не случайность. И поэтому все, что связано с поступками по совести, это имеет, оказывается, огромное значение для жизни самого человека. И, естественно, для всех, с кем он соприкасается. Так вот, вы видите, оказывается, смысл жизни может быть очень разным. Зависит это от того, чему человек верит. Кто гадалкам, кто колдунам, кто всяким там суеверием. Кошка перебежала дорогу. Бедные люди. Да. Кто звездам. Это чушь. Боже мой, это вообще все смотрят, когда родился, что. Да. Под какой звездой. Такая чушь. Господи, а? А почему не хотите веры? Почему не хотите вы поверить Богу-то? Сочетанием звезд предпочитают верить. Вы подумайте. Но не Богу. Это почему же такое? Да если хотите, само сочетание звезд, то, может быть, это и есть ничто иное, или, может быть, по крайней мере, действием того же Бога. Ведь мы же знаем, до сих пор знаем, что наука не может ответить на вопрос, как возникла жизнь. До сих пор нет. Сейчас, например, уже изучили досконально строение живой клетки. Известны физические, химические составы, чего там только нет. Все делают, все, вот она. Кажется, вот она. А жизни нет. А где жизнь-то? Нет. Никак не можем сделать жизнь. Нет ответа на возникновение жизни. А уж если говорить о человеке, недавно я познакомился с одной книжкой такой нашего известного очень ученого, Вишняцкий, да, который самый палеонтолог, антрополог, да, и он пишет про происхождение человека. Он написал книгу, да, название книги очень показательно. «История одной случайности» или «Происхождение человека». Очень интересные там факты, соображения, гипотезы и вывод. Вывод.
Какой же? Происхождение человека, возникновение человека с точки зрения предположений современной науки – это следствие редчайшей случайности, которая произошла в редчайшем каком-то, может быть, месте, в исключительных условиях, в исключительных, я бы сказал, сочетаниях всяких вещей. То есть он что делает вывод? Что это просто идея происхождения человека, так, само происхождение человека, в результате какого-то действия закона, случайность. И мы верим в эти случайности. Он так блестяще это показал. Пока нет никаких оснований, нет никаких доказательств даже, как мог возникнуть человек, как могла даже жизнь возникнуть. Никаких. Теория эволюции. Если бы эволюция была законом, то мы бы в настоящий момент и в любой момент видели бы все весь процесс перехода из одного вида в другой. А мы видим только законченные виды. Простите, эволюция же закон. А почему не видим всего этого процесса? Почему нас посылают миллионы, десятки миллионов лет назад, туда-обратно? И если это закон, закон тяготения, все, прыгни и узнаешь, где же этот закон? Нет, мы видим только законченные, причем 100% приспособленные к жизни виды. А изменений никаких нет. Я хочу что сказать. Что, во-первых, что эволюция, эта идея эволюции, она пока научно, абсолютно не аргументирована. И наука до сих пор не знает, каким образом возникла жизнь, уж тем более, как возник человек. Более того, даже один из элементов, он пишет, это Вишневский, например, факт прямохождения человека. До сих пор факт, как возникло прямохождение человека, до сих пор десятки гипотез, но объяснения так и нет. Никакого научного объяснения нет. Да, нет этого прямохождения. Он там, конечно, такой употребляет терминологию, ортоградная локомоция. Нет бы написать бы прямохождение, и все в порядке бы. Но это не так интересно будет. Представляете? Я к чему это говорю? Доказательств бытия Бога много. То есть, что это доказательств? Аргументов. Напротив, противоположных нет вообще. Но почему-то мы предпочитаем верить всяким звездам, кошкам и собакам, гадалкам, я не знаю кому, только не Бога, только не Бога. Знаете почему? По очень простой причине. Если есть Бог, значит, есть вечная жизнь, есть возмездие. Возмездие. Оказывается, что все бы ничего, но это никуда не годится. Нет, Бога нет. Нет, Бога нет. Страх и ужас. Вы знаете, откуда атеизм возник? Страх перед наказанием. Оказывается, причина. А не какие-нибудь там выдуманные всякие гипотезы, как-то только сочиняли
вот в течение вот этих 70 лет атеизма, господства атеизма в нашей стране. Смысл жизни может быть только в жизни. Не может быть смысла жизни в смерти. И поэтому, когда атеизм утверждает смысл жизни какой? Что ты вместе с телом, тебя уже нет, то этим самым он подрубает все корни под этикой, то есть под нравственной жизнью. А без этого какое же может быть существование человека, существование общества? Никакого. Федор Михайлович Достоевский писал: без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация, то есть народ, без высшей идеи. Этой высшей идеей всегда в истории России была идея Бога, идея вечной жизни, идея красоты. Вы знаете, кто такой Бог? По христианскому учению. Это первичная, то есть абсолютная, совершенная красота. Красота. Вот кто такой Бог. Чем поражались святые? Святые вот нашей православной церкви, христианской церкви. Чем? Красотой. Приходит к Серафиму Саровскому человек, который в отчаянии, унынии, а тот его встречает: «Ой, радость ты моя!» И он видит, что это не пустые слова, а что вдруг к нему любовь, настоящая любовь. Вот что изменяло человека. Вот что действительно ставило его просто на ноги. Ну, конечно. О чем мы все страдаем? Мы ниоткуда не видим любви. Но дружбу еще, ладно, бывает. А так только знаем, осуждаем друг друга. И самый огромный стыд и срам, когда мы осуждаем своих друзей. Кажется, с ними дружим, все. Нет, а знаешь, она что-то. А он сейчас делает, знаешь, ай-яй-яй. Кстати, хочу сказать, по христианскому учению, каждый акт, наш душевный акт, нелюбви, он поражает прежде всего тебя самого. Бумеранг. Осуждаешь другого, завидуешь ему. Неприязнь у тебя к другому, знай. Ему-то, может, и море по колено от этого. Он ничего и не знает. А ты себя уже бьешь, режешь и колешь. Это надо запомнить. Не случайно сказано: не судите, да не судимы будете. Это что такое? Думаете, юридическое какое-то, знаете ли, словопрение? Нет. Предупреждает Христос. Не осуждай. Потому что как только ты осуждаешь другого, так все, ты ранишь себя. Он-то в это время может веселиться, ему и море по колено. А ты уже себя режешь и колешь. А то можешь и вообще убить. Бывает подчас такая зависть, которая доходит до вражды, доходит до ненависти. А что такое зависть? Недаром говорят: смотри, позеленел весь. Тому человеку, который завидует, и море по колено, а этот весь уже, правильно говорят, позеленел. Каждый грех, надо это запомнить. Потому что каждый грех, он ранит прежде всего самого человека. Поэтому так предупреждает. Даже в мыслях не греши ни против кого.
Не греши, не осуждай, не ненавидь, да, не завидуй, потому что каждый этот психический акт тебя ранит, тебя калечит, тебя расстраивает, твою психику и твою душу. Потому что в христианстве основной закон жизни – это закон любви. Это закон любви. И главный грех, который мы можем совершить против кого бы то ни было, это нарушение закона любви. И главное добро, которое мы можем сделать в отношении кого-либо, это пожалеть человека. Вот он ворует, видите, ворует. Да, жалко. Бедный человек, Господи, помоги ему хоть освободиться от этой страсти. Или врет все время, или еще что-нибудь. Не осуждайте ради Бога. Не мучьте себя, не раньте себя. Потому что смысл человеческой жизни весь заключается в чем? В любви. Кому? С кем только мы соприкасаемся. Пожалей человека. У святых отцов, вы знаете, есть какое завещание, завет? Возненавидь грех человека, но не самого человека. Он вор? Да. Это безобразие, конечно. Да. Но этим приносит вред. Воровство – грех. Но его ты душой пожалей. Вы не думаете, что не надо наказывать, значит, воры? Надо наказывать, конечно. Пожалей его в том смысле, бедный, до чего докатился. Как он убивает себя. Потому что каждый грех, повторяю еще раз, ранит самого человека. А мы живем-то не так много. Наверное, может быть, стоит все-таки полюбить себя-то как? Как вы думаете? В этом смысле полюбить, наверное, надо. Вот, оказывается, какой смысл жизни открывает христианство, к чему оно призывает. И я думаю, что если и в какой другой религии, где, например, в мусульманстве, там очень много, то же самое, когда призывы того, чтобы делать добро другим людям, это может только приветствовать. Потому что добро к любому человеку – это есть также акт любви. Простите, я много говорил. Извините. Вот. Но я думаю так, что если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста. Самые лучшие вопросы сказать вам какие? На которые я могу ответить на любой вопрос. Знаете, при какие? Мысленно задавайте, и я мысленно вам отвечу. Ну как? Ну, теперь можете и устно, если кто желает. Алексей Ильич, большое спасибо. А если позволите, я задам первый вопрос. Вот скажите, вот по вашему мнению, какая связь патриотизма и веры в Бога? Спасибо. Я вам скажу, я только что сейчас пытался изо всей силы говорить, что главная ценность каждого человека заключается в том, сколько в нем есть любви. Кому? К другому человеку. К родине. Еще бы. Жертва за других людей – это величайший акт любви. В Евангелии мы что находим? Нет большей любви, как положить душу, то есть жизнь свою, отдать за друзей своих. Вот, оказывается, патриотизм прямо следует из главнейшего положения христианской религии. И я вам скажу, в той степени, в какой мы будем бороться со всякими гадостями в своей душе, в той степени у нас будет развиваться больше любовь, потому что они противоположны друг другу. Ну, скажите,
Ну как, я завидую кому-то. Это что за любовь, скажите? Или я борюсь напротив с этой завистью. Господи, прости меня, не хочу. Да не хочу я думать, да ну и слава Богу, что у него хорошо. У тебя будет, не беспокойся, не завидуй. Чем меньше мы совершаем вот этих поступков внутренних против закона любви, тем больше мы приобретаем любовь, тем больше патриотизм будет в душе этого человека. Ну что, христианство это просто религия и патриотизм, я бы даже так сказал. Вы знаете, сколько у нас святых? Огромное количество у нас святых. Святых кого? Воинов. Вот как. И всегда, кстати, военные всегда почитались более всего в нашей государственной жизни, поскольку это те люди, которые первые отдают свою жизнь за благо кого? Всех тех, которые там спокойненько живут себе. Поэтому патриотизм – это не только следствие, это прям суть христианской любви. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, у кого вопросы еще есть? Сзади микрофон. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Алексей Ильич. Такой вопрос. Как православие воспринимает убийство врага на войне? Хорошо, хорошо. Когда я вам процитировал Евангелие, что нет больше любви, как тот дает жизнь свою за других, а что это такое отдать жизнь за других? Что такое отдать? Что значит жизнь? Что я подошел, стреляйте и все? Нет, нет. Речь идет как раз об этом. Как раз об этом и идет речь. Что я готов до смерти сражаться с врагами, убивая врагов. Потому что в данном случае я убиваю это не потому, что я кого-то из них ненавижу, а я борюсь с тем злом, который этот враг, этот человек, значит, принесет моим людям. Кому? Моему народу, моим родным, да всем. Вот я с кем борюсь. У меня нет личной, понимаете, ненависти каком. Я не знаю его, кто такой. Стреляю и все. Речь идет не о личной вот этой вражде, а речь идет о борьбе со злом, носителем которого в данном случае является этот человек. А со злом надо бороться. Мы противники концепции Льва Толстого, который говорит: не протився злу. Нет, злу надо противиться. И противиться всеми средствами, которыми мы располагаем. Вот так. Поэтому только православное можно и должно. Но должно как? Именно там, где идет война. Вот так.